Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хотела бы предложить вам рецепт традиционного пасхального ягненка – Остерлам. В Германии в преддверии Пасхи таких пасхальных ягнят можно купить во всех булочных, во всех магазинах, но также легко и просто можно их испечь и в домашних условиях. Сегодня я хочу предложить вам такой легкий и очень вкусный вариант моего теста. Тесто получается очень воздушное, вкусное и готовится очень легко. Для теста нам понадобится сливочное масло 150 грамм, сахар 150 грамм, ванильный сахар 8 грамм, у меня пачечка, 200 грамм муки, 1 чайная ложечка разрыхлителя и 50 миллилитров молока, а также щепотка соли. Также еще можно добавить цедру лимона, тогда наше тесто будет еще более ароматным. Все продукты должны быть обязательно комнатной температуры. Перед тем, как мы начнем готовить тесто, нам нужно подготовить еще нашу форму. Сегодня нам понадобится такая металлическая форма. Такие формы в виде ягненка или зайчика можно купить, я думаю, сейчас везде в интернете. Форму нужно разъединить, она состоит из 2 половинок, и каждую часть нужно очень хорошо промазать растопленным сливочным маслом и присыпать мукой. Для этого нам понадобится примерно 20 грамм сливочного масла растопить и 50-100 грамм муки, если вы будете пользоваться тем вариантом, как делала я. То есть мы промазываем маслом хорошо формочку. Так, теперь мы форму собираем. И вовнутрь насыпаем примерно 50-100 грамм муки. Муку нужно очень хорошо распределить по форме и остатки муки вытряхнуть назад в чашку. На мой взгляд, так получается очень хорошо, и тогда тесто уже точно у вас не прилипнет к форме. Вот так должна выглядеть наша форма, то есть мы вытряхнули лишнюю муку. Все, форма наша готова. Теперь можем приступать к тесту. В миску для взбивания мы добавляем мягкое сливочное масло, весь сахар 150 грамм и пачечку ванильного сахара или ванильной эссенции, ванилин, все, что у вас есть. И также для аромата натираем цедру лимона. Всю эту массу взбиваем миксером примерно 5 минут до пышной белой массы. Прошло 5 минут. Продолжая взбивать, мы добавляем по 1 яйцу и также хорошо взбиваем до полного объединения после каждого добавления яйца. Второе. После каждого добавления яйца взбиваем еще примерно 30 секунд, недолго, просто чтобы все ингредиенты объединились. Добавили последнее, 3-е яйцо, хорошо перемешиваем, добавляем 50 миллилитров молока и затем просеиваем муку с разрыхлителем. И вместе с мукой теперь эту всю массу хорошо перемешиваем до полного объединения, примерно минуту, может быть, немножко меньше. Вы уже увидите, что масса стала такой кремообразной. Вот такой консистенции должно у нас получиться тесто. То есть оно не сильно жидкое, довольно-таки густое. Такое оно должно быть. Теперь заполняем нашу форму тестом. Очень важно, чтобы там, где голова, чтобы вся форма была заполнена тестом, чтобы не осталось воздуха, чтобы форма головы получилась очень хорошей. Ну и затем добавляем все оставшееся тесто. Нам нужно, чтобы наша форма была заполнена примерно чуть выше половины. У меня немного теста осталось, буквально 1 ложка. Я уже не стала докладывать сверху, потому что побоялась, что оно перебежит. Все, тесто мы все переложили. Теперь нашей формой нужно просто постучать немножко о стол, чтобы тесто хорошо распределилось по форме. Все, тесто готово. Теперь мы ставим нашу форму
на противень, застеленный бумагой для выпечки, если вдруг у вас перебежит тесто через верх. И отправляем в духовку примерно на 40-45 минут. Ориентируйтесь на вашу духовку. Вот у меня тесто выпекалось 45 минут. Достаем форму из духовки, остужаем примерно 10-15 минут. Тесто хорошо поднялось. Эту шапочку нам нужно сразу же срезать, чтобы наш ягненок мог потом стоять ровненько. Вот, посмотрите, какое красивое, нежное тесто получилось. Бисквит получился очень мягкий. Эту шапочку можно сразу же съесть. Теперь аккуратно открываем форму. Не спешите, чтобы не поломать нашего ягненка. Так как мы хорошо смазали маслом и присыпали мукой, форма должна отойти очень хорошо. Тесто еще теплое. Надо очень осторожно вытаскивать. Вот такой красивый ягненок у нас получился. Когда полностью остынет, тесто можно присыпать сахарной пудрой для красоты. Вот такой красивый пасхальный ягненок у нас получился. Поверьте, очень-очень вкусный. Я надеюсь, видео вам понравилось. Всех верующих я поздравляю с праздником Святой Пасхи. Желаю всем всего самого доброго и до новых встреч. Пока-пока!